Привет всем! У нас прогноз на февраль для знака зодиака Дева. Мы посмотрим расклад на Таро, получим советы от оракулов, у нас еще будет маятник. И затем у нас будет расклад на Таро Акаши для тех, кто интересуется. Колоду я уже подготовила. Хорошо, Девы, что вас ждет в феврале? Какие события произойдут у вас в феврале, представители знака зодиака Дева? Что у вас будет происходить в доме, в семье? Что вас ждет в сфере чувств, эмоций, отношений? Профессиональная сфера, финансовые вопросы. Ну, пятая карта у нас это поездки, отдых, образование, хобби, развлечения. И совет или предупреждение. Дом, семья, у вас старший аркан маг. Но тут может быть какие-то планы, связанные с вашим домом. Может быть, кто-то здесь задумывает там строительство, ремонт, какие-то новые начинания. Здесь, скорее всего, мужчина будет очень активен, предпринимать какие-то действия. Но еще маг может показывать какого-то специалиста, который вам нужен будет. Ну, давайте мы все-таки его уточним. Может быть, вам нужно будет обратиться к кому-то за советом. Или вам здесь нужно будет сделать выбор, или у кого-то здесь манипуляции и любовный треугольник. Почему здесь девятка мечей? Здесь какие-то страхи. Страхи и переживания по поводу отношений, любви. Так. Тут вы могли попасть под влияние какого-то человека. Ну, смотрите, конечно, по магу это может показывать, что человек обладает притяжением, очень активен, напорист. Маг — это человек, который ищет какую-то выгоду. Как я говорила, это манипуляции. Например, для мужчин, если вы состоите в браке, вы попали под влияние какой-то дамы, которая ищет какую-то выгоду. Так, сейчас. Здесь вам придется что-то предпринимать. Если это любовный треугольник, здесь вам придется решать. Или уходить из брака в новые отношения, или отказываться от любовного интереса на стороне. По этой карте есть какой-то дискомфорт, потому что вы не знаете, что вас ждет дальше. Если меня смотрят женщины, вы попали в любовный треугольник, это уйти из брака, ну, если у вас есть дети, может быть, есть проблемы с недвижимостью, то вы просто не уверены, как дальше все это будет происходить. Конечно, чувства сильные. Еще здесь может быть, как я сказала, у вас какие-то начинания и выбор. Переезжать, не переезжать. Что-то может быть, каких-то проектов, связанных с перемещением. Это может быть и поездка в отпуск, это может быть и переезд куда-то далеко, в другой город, в другую страну, или просто смена места жительства. Вот в сфере чувств и отношений девятка мечей — это опять же, если вас втянули в любовный треугольник, это переживать, остаться в одиночестве, да, что вас бросит. Если вы стали зачинщиком, это чувство вины. Конечно, по девятке всегда нужно внести ясность в отношения. Ну, хотя бы поговорить. Потому что тут недалеко до депрессии. Вот в совет предупреждения для тех, кто создал любовный треугольник или попал в него, вам в феврале не советуют предпринимать каких-либо активных действий. То есть тут, может быть, человек сам осознает, что не прав, и закончит эти отношения на стороне. Умеренность всегда говорит ждать и проявлять терпение.
Если вы планируете куда-то переехать, то, может быть, еще придется чуть подождать. Может быть, есть какие-то обстоятельства, которые мешают вам реализовать задуманное. Ну, например, вы подали документы на ипотеку, то вам придется еще февраль, может быть, подождать. Или разрешение вы на ипотеку уже получили, но опять вот какие-то бумажные вопросы, или, может быть, там дом достраивается, или еще мага, надо специалиста нанять, чтобы там ремонт, например, сделать. То есть вот что-то вам в феврале месяце, как в совет предупреждения говорят, не спешите. И кардинально в своей жизни ничего пока не меняйте. Вообще во всем соблюдайте баланс и меру. Ну, давайте вот эту девятку мы посмотрим, да. Ну, здесь или борьба идет за любимого человека, или борьба внутри вашего сердца по поводу отношений. Вот вам говорят, пока ничего не предпринимайте. Если вы в поиске любви, здесь, может быть, идет внутренняя борьба с самим собой. Нужны ли мне эти отношения или нет по девятке мечей. В то же время отчаяние, там, это, знаете, девятка, это жалеть себя, что я такая несчастная или несчастный. И в то же время какая-то внутренняя борьба. Вот как бы вы и переживаете, что вы в одиночестве, и не можете побороть себя, чтобы решиться на новые отношения. Так, вам совет. Вот умеренность – это исцеление, освобождение. Опять же, она говорит, вот сейчас, да, если тем более есть какое-то внутреннее сопротивление, может быть, пока вот сейчас, пока, может быть, займитесь медитациями, вот восстановлением вот этого своего душевного баланса, гармонии. Плывите сейчас по течению, расслабьтесь. Нужные события, люди, это все придет в вашу жизнь. Ну, может быть, чуть позже. Потому что вот есть какое-то непонимание, что я хочу и хочу ли я вообще. Профессиональная сфера, тут какая-то у вас ситуация по двойке мечей. То ли есть сомнения в продолжении заниматься тем, чем вы занимаетесь, работать на той работе, заниматься тем же бизнесом, то ли есть переживания по поводу получится или не получится. Но вот у нас всегда, да, у вас вот здесь туз мечей. Это новое начало, да, ну, какое-то продуманное дело, выход из повешенного, да, но двойка мечей, пришло осознание, но много колебаний. А после двойки идет тройка. То есть есть два пути, есть неопределенность, какой путь выбрать. Но от какого-то направления или возможности вам придется отказаться по тройке мечей, да, вот что-то отсечь. Или если вы работаете на нелюбимой работе, она вам не приносит никаких ни бонусов, ни удовлетворения, здесь вы понимаете, что надо что-то менять, но страшно. Вот я сейчас уйду с этой работы, а вдруг я не найду. Или я, например, закрою этот бизнес, а вдруг вот у меня не пойдет тот, который я хочу. Конечно, карта всегда говорит, слушайте свою интуицию. И если очень много сомнений, то пока ничего не меняйте. Пока подождите, когда не придет уже полное осознание, что вы хотите. Еще по двойке мечей, это у человека закрыты глаза, да. Если что-то у вас тут не движется, вот зависло по повешенному, есть какие-то планы, то есть карта говорит, вы на какие-то возможности не обращайте внимания. Снимите вот эти шоры и обернитесь по сторонам. По финансам у вас туз жезлов. Вообще карта может показывать дорогу, траты на дорогу, переезд. Также это какие-то новые проекты, связанные, может быть, с вашим домом. Это открытие нового денежного канала. Еще это может быть большая крупная сумма денег. Но еще это тратится на что-то новое. Вот переезд, ремонт, строительство, вот что-то, да, вот загореться какой-то идеей. Это будут тогда траты. Но туз это у нас это начинание. Это вот, как я говорю, может быть,
Открывается какой-то новый канал. Вот здесь вот что вы сомневаетесь? Хочу все-таки одну карту. Может быть, вам что-то предлагают, а вы сомневаетесь, получится, не получится? Шестерка пентаклей. Может быть, вам предлагают помощь, или, может быть, сейчас вы сомневаетесь, вкладываться или нет, а в какой-то, может быть, проект, или в свою работу, или в свой бизнес. Вот сомнения, да, вот я сейчас вложусь, а вдруг я их потеряю. Вот туз жезлов – это новый посев. Посев, ну, в финансовой сфере. Или чтобы что-то начать, вам нужна от кого-то помощь. Двойка, выбор, да. Может быть, если у вас в одиночестве не идет что-то, может быть, вам нужно какого-то партнера привлечь к вашей работе, если это свой бизнес. То есть внести новый огонь в вашу работу, в финансы, в какие-то дела, в проекты. То есть какая-то активность у вас в деньгах пойдет. Сами вы ее внесете или при помощи кого-то. Рассмотрите этот вопрос. То есть карта говорит, сейчас время сеять. Сеять новые семена. Да, результат, может быть, будет до десятки жезлов-то. Придется пройти путь, но какая-то возможность у вас предоставится. Так, ну и у нас еще здесь есть поездки, путешествия, развлечения, обучение. Да, восьмерка может говорить о какой-то поездке, но вам почему-то в нее то ли не хочется отправляться, то есть вы вынуждены. Может быть, как я говорила, вот здесь кто-то собирается отправляться на заработки или в командировку. То есть вот какая-то поездка у вас состояться может. Но, скорее всего, это что-то связанное или с семейными делами, или, может быть, вот дорога, да, я говорила, оплачивать дорогу. Может быть, все-таки по работе. Ну, а в совет умеренность говорит, ничего пока, не предпринимайте никаких активных действий, не меняйте кардинально свою жизнь, будь то это отношения, работа. И есть еще какая-то ситуация, которую вам придется подождать. Есть еще препоны, поэтому тут самое главное, просто наберитесь терпения. А у кого в отношениях или в сердце какой-то раздрай, карта советует вам восстановить вот этот баланс и гармонию в душе. Очень хорошо помогут практики медитации, какие-то духовные, йога. Вот то, что поможет вам обрести равновесие. Так, хорошо, давайте для дев получим совет от оракула Королевы Луны на февраль. Growth – это рост, развитие. Вот, может быть, для тех, кто сомневается, вкладываться или нет, да, карта говорит, вас ждет рост и развитие. Но вам нужно, естественно, закладывать новые семена. То есть откажитесь сейчас от застоя, примите меры для развития и роста. Да, нам бывает трудно, еще очень много сомнений, переживаний, получится или нет. Но карта роста и развития легла, значит, вас ждет успех. Хорошо, и давайте еще посмотрим совет от оракула. Магические врата, девы, февраль. Не спеши. Быстрее всего я расту в минуты затишья. Да, вот почему карта вам говорит, не спешите. Так, ну давайте мы посмотрим с вами маятник. А потом у нас будет послание из хроника Акаши для вас. Для тех, кто интересуется. Маятник, ответь, пожалуйста, девам на их запрос да или нет на февраль месяц. Ответ да. Хорошо. Ну давайте. Так, колоду я уже подготовила. Сейчас только чуть-чуть помешаю. Какие энергии будут
внутри и вокруг вас происходить в феврале месяце. Представители знака зодиака Дева. С какой энергией вы входите в февраль из января? Что у вас будет происходить в феврале? Первая декада, вторая декада, третья декада. Так, и энергия, с которой вы выйдете из февраля в март. Энергия, с которой вы входите в февраль, здесь у вас ложится король ключей. Карта показывает богатого господина, да, на шикарной лошади. И он едет с какой-то, может быть, поездки в свой дом, который виднеется там вдали. То есть вот этот замок и все земли, все это принадлежит ему. То есть эта карта может показывать предпринимателя с государственной или, может быть, коммерческой властью. Этот человек богатый, он уверен в себе, уверен в своих силах. Но вот когда карта переворачивается, она может показывать, что у вас где-то в январе, может быть, еще раньше, возникли какие-то трудности с мужчиной. Это может быть на работе. Для кого-то может быть и потеря вот этой стабильной должности. Или эта карта показывает отдаление в отношениях для вас или для мужчины, который важен в вашей жизни. То есть она говорит, что успех, к которому вы стремились, возможно, от вас ускользнул, или вы предпринимали огромные усилия без видимой отдачи. Сейчас карта вам советует сосредоточиться на том понимании, как ваша жизненная цель может дополнить вашу карьеру. То есть, когда карта фигурная ложится в перевернутом положении, она может говорить, что вот этот человек с должностью где-то в коммерции, в недвижимости, в финансах, будь то это в работе или в отношениях, этот человек может или потерять свою должность, или стать для вас недоступным. Первая декада февраля. Здесь у вас ложится единица ключей. Карта называется архитектор. В прямом положении мы видим, идет оживленная стройка, люди работают на зданиях, на каких-то основаниях. Стоит архитектор, он является как бы главным во всем этом движении. У него на столе очень много схем, чертежей, карт. Когда карта прямая, она может показывать, что у вас есть планы по ремонту, строительству вашего дома, бизнеса или рабочего места. Но когда карта переворачивается, она может говорить, что вот эти планы в первой декаде февраля могут измениться или полностью провалиться. То есть здесь могут быть вещи, которые вам кажутся, вы не контролируете, или, может быть, вы потеряли веру, например, в свои собственные способности, авторитет. Тут карта говорит, если даже очень большая задача стоит перед вами, не сдавайтесь. Сейчас вам надо проявить свою волю, набраться сил и составить план. То есть, если какой-то проект у вас сейчас будет находиться в состоянии краха, начните новый. Или хотя бы рассмотрите все варианты, чтобы восстановить вашу силу и начать все заново. Вторая декада февраля. Здесь ложится единица роз. Карта называется commitment. Commitment – это соглашение, обязательство. Мы видим в прямом положении, что лежит какой-то контракт. Он весь обсыпан розами и освещен светом. Но когда карта переворачивается, она может говорить, что произойдет какой-то разрыв или разделение в контракте. Это может быть разрыв связей, например, развод, нарушение помолвки. Для кого-то это может быть разрыв в трудовом договоре или в каком-то контракте по финансам, по работе. Также может быть это какое-то временное разделение или ваше собственное решение, например, уволиться. Еще карта может указывать на неудачную инвестицию
Или, например, если вы планировали покупку, продажу дома, она может отложиться или провалиться. Иногда энергия этой карты указывает на временное разделение. Может быть, вам придется очень много путешествовать по работе или по личным причинам. Но вот с чем бы ни было связано нарушение вот этого соглашения, тут самое главное, карта говорит о том, обратите внимание, не забыли ли вы свой собственный приоритет. То есть не ставите ли вы себя последним, отказываясь от своих собственных потребностей. То есть вот если это так, то сейчас вам нужно будет уже делать что-то и для себя. Постарайтесь не упустить самое важное. Партнерство из всех– это вашу связь с вашим вечным, могущественным и ценным «Я», которым является ваша душа. То есть, если вы заключаете какие-то сделки, соглашения, контракты, не заключайте их в ущерб себе. Третья декада февраля. Ну, вот эта карта у нас выпадает постоянно, уже, наверное, второй год. Это карта изоляции, да, когда человек сидит в неволе и не может действовать так, как он планирует. Она у вас уже перевернутая. Но в прямом положении, да, сидят два человека, мужчина и женщина, в каком-то старом остроге, да, они закрыты на ключ, но крыши-то нет. То есть они могут выбраться из этой неволи. То есть карта могла показывать какую-то сложную, темную ситуацию в вашей жизни, и вам казалось, что вы пойманы в ловушку. Это могли быть пустые пагубные отношения, какая-то несчастная бесполезная работа, также ваши негативные мысли и убеждения, ну или вот то, что происходило в мире. Но когда карта переворачивается, она говорит, что вот эта ужасная, мрачная, ограничивающая вас ситуация наконец-то заканчивается. Сейчас вы можете обнаружить, что вы наконец-то вырвались на свободу вот из этой вот темницы. Конечно, эта темница может быть и самоограничение. То есть для вас сейчас наступает время двигаться вперед, не оборачиваясь назад. Да, прошлое имеет свойство нас затягивать обратно. И если вы почувствуете, что начинаете опять разворачиваться назад, постарайтесь от этого удержаться. Вот сейчас, в третьей декаде, для вас наступает время двигаться только вперед, не оборачиваясь. И энергия, с которой вы выходите из февраля в март, здесь ложится 15-й старший аркан. Карта называется Мьюз. Мьюз – это муза, и она у вас прямая. То есть любые ваши творческие проекты, новые или старые, будут очень успешны. Вас сейчас будет посещать вдохновение, вы будете находиться во время вашей находчивости, изобретательности. Вот эти новые или старые проекты могут получить энергию как от вас, так и от Вселенной. Поэтому карта говорит, призовите вот этих духовных муз и позвольте им присоединиться к вам, чтобы поднять вот этот ваш проект до небес. Вот так у нас получился прогноз для дев. Я благодарю вас за внимание. Всем хорошего.